Привет, друзья! Приближается праздник Чусок. Что же это за праздник? Праздник Чусок в Корее является одним из самых любимых семейных традиционных ритуалов, на который принято собираться у старших членов семьи полным семейством, включая родню из других регионов страны. При этом обязательно нужно съездить на кладбище, приготовить традиционные блюда всей семьей, а за праздничным столом вспоминать ушедших предков. Корейский праздник Чусок – это день урожая, сродни Дню Благодарения в США. И эта традиция берет свое начало из давних времен, когда отчет дней велся по лунному календарю. В день урожая на небе появляется полная луна. Праздничная дата выпадает на 15-й день 8-го лунного месяца. Это сентябрь или октябрь. Она и в ближайшие дни до и после считаются выходными. Праздник продолжается 3 дня. Какие обязательные ритуалы праздника Чусока? Современные корейцы, особенно молодежь, недосконально чтут традиции. Например, не одевают традиционную одежду ханбок. Но большинство ритуалов проводится, как и много веков назад, практически без изменений. В этот день раньше было принято надевать ханбок новый, а сейчас его заменили обычной одеждой. Корейцы свято чтут традиции, особенно торжественные и семейные, поэтому праздник Чусок празднуется поголовно с большим застольем, жертвоприношением и посещением могил предков. Поскольку корейский праздник Чусок принято вспоминать умерших родственников и даже далеких предков, после жертвоприношения и трапезы корейцы отправляются на кладбище. Они приводят в порядок места захоронений, пропалывают сорняки, убирают мусор, листья и косят траву. У жителей страны настолько велика почтительность к предшествующим поколениям, что еще за месяц начинается паломничество на кладбище. Угощение умершим предкам Сунмён. Что же это такое? Это ритуал проводится после покоса травы и уборки могилы. Семьи накрывают стол с праздничным угощением, состоящим из риса, фруктов и алкоголя. Можно увидеть схожесть между русским обычаем приносить на могилу умерших родственников продукты и поминать их, как бы разделяя с ними трапезу. Корейцы кланяются усопшим предкам. Также потом вкушают принесенную еду, вспоминая о предках. Блюда на столе в этот праздник довольно разнообразны и отличаются в зависимости от области и семейных пристрастий. Однако несколько блюд являются обязательным атрибутом в день урожая, наподобие крашеных яиц в Пасху. Эти элементы присутствуют в каждом доме и готовятся всеми родственниками, приехавшими на праздник как мужчинами, так и женщинами. Это хлебцы сунпён. Сунпён – это рисовые комочки, пирожные разной формы, разного цвета. Внутри них находится начинка. Каштаны, жареные бобы сладкие и семена кунжута. Все это раскатывается на столе, усыпанными иглами сосны, отчего хлебцы приобретают аромат хвои. Корейцы уверены, чем красивее получаются хлебцы, тем счастливее будет жизнь. Поэтому стараются лепить их как более аккуратными и привлекательными. А также лепешки чон. Чон – это некое наподобие пирога с мясом и рыбой. Кусочки добавляются в тесто, и все это вымешивается, добавляется перец, и все это жарится. А также спиртное. Застолье проходит с обязательным присутствием алкоголя, приготовленный из риса урожая этого года. Это некрепкое вино придает задушевности беседам родственникам, которые собрались все из разных уголков страны. Некоторые приезжают даже из-за границы. И в заключение я хочу вас всех поздравить с наступающим праздником Чусок и встретите этот праздник светлый в кругу своей семьи с изобильным застольем. 늘 곁에서 한결 같은 성공 감사드리며
또 풍성한 한가위 명절 되시길 바랍니다. 고맙습니다. Я благодарю вас за поддержку и желаю вам в этом году изобилия и достатка. Спасибо.